Пролог. Лия. С юных лет меня не покидала горькая мысль о том, что если бы первой родилась я, а не моя сестра Сейди, то в юности у меня все сложилось бы иначе. Кто знает, от каких испытаний на своем жизненном пути я была бы избавлена и каких мук мне удалось бы избежать. Хотя, с другой стороны, разве кому-то когда-нибудь удавалось изменить свою судьбу? К моменту моего появления на свет у моих родителей уже была дочь, милая, голубоглазая и белокурая Сейди. Однако, когда пришло время выбирать помощницу по хозяйству, отец, не раздумывая, выбрал меня, поскольку я была покрепче своей изнеженной худенькой старшей сестры. А вот почему я буквально стала тенью отца. И к тому времени, когда мне исполнилось 8 лет, уже трудилась в поле рядом с ним, водила пару упряжных мулов, пахала, сеяла, работала во дворе и в амбаре. Причем здесь я начала посильно трудиться еще раньше, едва научившись ходить и бегать. Сэдди, разумеется, тоже не оставалась без дела, ведь она была нужна маме для выполнения разного рода женской работы в доме. Боже мой, когда Сэдди принималась за уборку или начинала стряпать, все у нее получалось на славу. В наших краях, да, пожалуй, и во всем Ланкастерском округе, никто не умел быстрее Сэдди прибраться в доме и вкуснее приготовить рагу из говядины. Но это лишь малая часть ее талантов. Кроме этих двух дарований, у Сэдди было много других. Право слово, моей старшей сестре довелось испытать борьбу с искушениями этого века, с мирскими удовольствиями и амишской церковью. Когда Сэдди исполнилось 18, она стала посещать катехизационные занятия пастора Йодера, готовясь вместе с другими молодыми людьми последовать за Господом, чтобы, приняв крещение, принести обет на всю жизнь всемогущему Богу и церкви. Однако Сэйди, увы, принесла свое сердце и душу на жертвенник запретной любви. Как бы там ни было, я хранила в своем сердце ужасную тайну Сэйди. Ах, иногда мне так хотелось увидеть, как ее выводят на чистую воду и тут же наказывают. А порой я просто ненавидела Сэйди за то, что она шла на неоправданный риск и, вероятно, с превеликим удовольствием. Причем риск не только глупый, но и чрезвычайно опасный. Вместе с тем я безумно волновалась, ведь когда началось все это предательство, я сама вступала в тот нежный возраст, когда девушки превращаются в барышень, и уже мечтала о воскресных вечерних спевках. Что могли подумать обо мне молодые люди в нашем церковном округе, если бы разнеслась молва о бесстыднице Сэйди? «Обещай мне, Лия», – шептала мне сестра на сон грядущий почти каждый вечер, что никому и никогда не скажешь ни словечка о Дерри. Никому. Несмотря на то, что я была обязана рассказать отцу и маме о мирском ухажере Сэйди, я не смела даже заикнуться о столь отвратительном деле. Всякий раз, когда я зарекалась не поддаваться на уговоры Сэйди, я тут же понимала, что не могу поссориться с ней. Вскоре я стала думать лишь об одном. Как долго мне удастся скрывать от мамы преступление старшей сестры? Честно говоря, мне вообще ничего не хотелось знать о темноволосом юном Энглишере, сводившем Сэйди с ума. В юности я вечно беспокоилась обо всем. Вот и в тех обстоятельствах я боялась, что мне придется всю жизнь играть вторую скрипку, уступая первое место Сэйди. С одной стороны, я жила под надзором строгого и богобоязненного отца. С другой, была вынуждена каждый день проводить в обществе сбившейся с пути старшей сестры. Такова была моя участь, мой крест. Иногда в сумерках я поднималась по лестнице в спальню, которую делила с Сэйди, и, оказавшись одна, включала в потьмах фонарик и подолгу рассматривала себя в ручное зеркальце, не находя той красоты,
которую видели во мне ближние. Из зеркала широко раскрытыми глазами на меня смотрела девушка-сорванец, заменившая своему отцу сына. Хотя, в общем, я была уже молодой женщиной, невинной, как лунный свет. Авраамова Лия. Лет до 20 к моему имени добавляли имя отца. Возможно, англишерам двойное имя казалось благозвучным и даже весьма. Но любой из членов церкви нашей округи, разумеется, понимал, что к чему. Все амиши прекрасно знали, что Лия Эберсел умышленно тянет время, не желая вступать в брак с человеком, которого отец выбрал ей в мужья. Из-за своего упрямства я рисковала сделаться Мейдел, старой девой, как тетя Лиззи Бреннеман. Хотя, надо сказать, та жила и ни о чем не тужила. На многих молодых женщин безбрачие накладывало отпечаток, вело к охлаждению чувств, но Лиззи была такой же веселой и жизнерадостной, как и все мои знакомые. Что же касается прозвища Авраамова Лия, то, в общем, оно соответствовало моему решительному характеру. «Она у меня держится молодцом», – частенько говаривал обо мне отец. Кроме того, помнится, я была не робкого десятка и не давала спуску никому, особенно тем кумушкам, которые болтали про Авраамову неотесанную и строптивую девчонку и, завидев меня, с презрением воротили нос лишь потому, что я не хлопотала по дому, не пекла пирогов и не занималась рукоделием. Боже мой, именно так проводили свое время Сэйди и Анна и Мэри Руфь, и, конечно, мама. Еще бы! Я не стряпала и ничего не делала по дому, потому что целыми днями хозяйничала с отцом на ферме, доила коров дважды в день, собирала из-под несушек яйца, а затем придавала им товарный вид. Я занималась побелкой ограды, а по субботам в мгновение ока вычищала огромный старый амбар. Я привыкла говорить откровенно, не стесняясь в выражениях. Была работящей, в общем, нисколько не хуже соседок, наоборот, немного более опытной, лучше разбирающейся в жизни, чем большинство молодых женщин. Иногда летом, во время работы в амбаре и поле, я даже надевала под длинное платье рабочие брюки, чтобы защитить ноги от пыли и насекомых. Но как бы там ни было, я была очень симпатична моему троюродному брату Ионе Масту, и мне он тоже нравился. Ах, в юности я была просто сорвиголовой и за словом в карман не лезла. Это сейчас я стараюсь соблюдать приличия, варю абрикосовый джем и грушевое повидло на продажу англишерам и выпалываю сорняки на клочке земли во дворе собственного дома, где посажен гибрид цинии, зенит ярко-фиолетового, лимонно-желтого и зеленого цвета. И независимо от обстоятельств, очень часто, почти всегда молюсь перед сном. Теперь все, с кем связаны мои прежние переживания, остались лишь в моих воспоминаниях. Дорогая и любимая мама, непреклонный отец, добродушная тетя Лиззи, беспечная Мэри Руфь и ее слишком серьезная близняшка Анна, соперничающие, но все равно связанные невидимыми сердечными узами. И Сейди. Ну, милая, конечно, что там скрывать. Все 4 скромные сестры, старающиеся жить под всевидящим оком Господа Бога, Отца Небесного и Церкви. Теперь частенько до наступления сумерек, в то время, когда золотые лучи закатного солнца тихо скользят по лугу, стоит мне ненадолго выйти на переднее крыльцо, как я начинаю погружаться в воспоминания. Одни из них яркие, как в пору юности, ослепительные и незапятнанные, как белые лилии, другие тусклые, почти поглощенные тьмой, тревожно мерцающие. Былые годы отзываются во мне тысячекратным эхом, и воспоминания, как светляки в поле, вспыхивают в моей памяти и пропадают. Кажется, вечерний воздух пронизан воспоминаниями. Они как будто взывают ко мне. И я, взрослая женщина, находясь в здравом рассудке, иду на эти призывы. Тогда передо мной словно открывается другое измерение, и я пытаюсь рассмотреть в нем иной мир, который кажется мне бесконечно далеким, иным мирозданием. Там, как в зеркале,
я вижу образ, который дороже мне всех земных сокровищ. Улыбчивого, заботливого юношу, его нежные глаза, покорившие мое сердце в тот чудный день, когда наши взгляды встретились за большим обеденным столом на втором Рождестве у маминых родичей в Гроссхопперской долине. Ах, и я помнила этот день, хотя по воле отца должна была забыть то, что доставляло мне тайное удовольствие. Конечно, прошла уже целая жизнь, и теперь я лишь беззвучно шепчу ветру. Мой возлюбленный, вспоминаешь ли ты обо мне? Надеюсь, ты всегда помнил, что я навеки была и буду твоей Лией, дочерью Авраама, сестрой Сейди, чадом Божьим. Глава 1. Лето 1946 года. Ближе к середине июля, в самый разгар лета, индюшиный холм пестрел цветами под жаркими лучами полуденного солнца, сиявшего на безоблачном небе. Его знойные лучи пронзали чащу леса, заставляя енотов, кротов и зазевавшихся сурков щуриться и замирать в потоках солнечного света. В лесу, на холме, где росли клены, белые дубы и акации, бродили на приволье одичавшие индейки. Бывало, что беспечные молотки, разомлев от дневной жары или в сезон охоты, испугавшись оглушительных выстрелов из дробовиков 12-го калибра, прятались и пропадали в здешних зарослях ежевики. Надо держаться подальше от этого леса. Частенько перешептывались дети фермеров, пугая друг друга байками о людях, которые затерялись и сгинули в дремучем лесу. Чаще всего эти россказни передавались из уст в уста в страдную пору, когда сумерки подкрадывались незаметно, заставая врасплох, и на небе появлялась круглая луна, светлый диск, который в это время года казался особенно огромным. Именно тогда отцы семейств во всем Ланкастерском округе отправлялись добывать упитанных индеек к обеденному столу в День Благодарения. Однако старшие дети предостерегали младших задолго до начала сезона охоты, да и после него. «Этот лес, — говорили они, широко раскрывая глаза, — и в самом деле может проглотить человека живьем». В небольшом Амишском округе этими суеверными выдумками матушки пугали своих детей, чтобы загнать их домой на ужин в дни каникул, сумасбродное время отдыха от книжек и уроков. Но один мальчишка и еще несколько его школьных товарищей не обращали внимания на предостережения старших. Летом ребята денно и нощно пропадали в лесу, забираясь в самую глушь, чтобы поиграть в ковбоев и индейцев возле обветшавшей лачушки с навесом, в которой охотники скрывались от осенних дождей и пробирающего до костей холода, перезаряжали ружья и пили горячий кофе или что-нибудь покрепче. Ребята быстро смекнули, что место, где стоит этот ветхий охотничий домик, было самой таинственной частью мрачного леса. Здесь они говорили друг другу на ушко, что, мол, все, о чем предупреждали их матушки, истинная правда. Солнечные лучи не проникали сквозь густую крону деревьев, и здесь, в сплошном лабиринте из дикого, заросшего кустарником винограда и почти непроходимого подлеска, блуждали серо-синие тени. Поселение Индюшиный холм и земли вокруг него стали родиной для многих скромных и подобных им людей. Приходившие с войны солдаты возвращались в Кори-Виль, лежавший в 7 милях отсюда на юго-запад, Страсбург, который находился в 5 милях на северо-запад, и в поселение Найн-Пойнтс, отсюда до него на багги было рукой подать. Согласно карте, земли Авраама и Иды Эберсол когда-то составляли неотъемлемую часть Страсбургского предместья. Отец Авраама, почтенный епископ Эберсол, ныне лежащий в могиле в ожидании трубного зова,
80 с лишним лет назад выбрал участок земли в 7 акров на опушке леса, лежащего в самом сердце края пенсильванских немцев, и построил дом из серого камня. Отцовский дом из известняка, который Лия любила называть берлогой семейства Эберсел, смотрел фасадом на восток. Или, как нередко говаривала она, на восход солнца, что заставляло маму кивать и улыбаться. Дом возвышался на холмистой лужайке, где Эберсел и их друзья устраивали пикники до самой осени. С наступлением лета лужайка покрывалась бархатистой травой, которая при малейшем дуновении ветерка колыхалась, как волны. Позади двухэтажного дома, в скромном по амишским понятиям амбаре, построенном из выкрашенных белой краской дубовых досок, Эберселы держали по паре дойных коров, мулов для работы в поле и тягловых лошадей. Нижний этаж дома был отведен под гостиную и кухню. Здесь высокие, почти до самого потолка, окна украшали темно-зеленые шторы, которые, как помнила Лия, никогда не опускали. Мама, до безумия любившая естественное освещение, предпочитала его любому другому и часто повторяла, что не видит никакой необходимости прятаться от сотворенного Господом, Богом, Отцом Небесным света. Ни от солнечного, сияющего днем, ни от лунного, мерцающего ночью. Другое дело окна второго этажа, где располагались спальные комнаты семейства Эберсел. Когда там находились люди, особенно ранним утром, чуть свет и с наступлением сумерек мансардные окна второго этажа плотно зашторивали. Авраам был против всякого вторжения в его с Идой личную жизнь, как и в личную жизнь его подрастающих дочерей. Окна спальни Авраама и Иды Эберсел выходили на запад. Отсюда открывался чудесный вид на фермерское хозяйство. Просторный двор и дворовые постройки, огороды, амбар с хлебом, взметнувшийся ввысь ветряк, качавший воду в дом, а дальше на прекрасный лес. Но Иде Эберсел больше, чем панорама леса с молодым подлеском, нравилось пение птиц, которые перелетали с дерева на дерево и выводили свои трели с конца весны до макушки лета. И открытые окна как будто зазывали гостей. Тщательный уход и еженедельная генеральная уборка поддерживали старинный дом Эберселов в замечательном для его возраста состоянии. Авраам и его семья, как и все, кто бывал в этом доме, не только ценили его гостеприимство, но и восхищались передней, коридорами и комнатами для гостей. Это был необычный дом в том смысле, что всякий, покидавший его, стремился вернуться сюда. Когда, навестив тех или иных родичей, Лия возвращалась домой, ей часто казалось, что парадное крыльцо приветливо улыбается ей, хотя она, как и все семейство, постоянно пользовалась только задним крыльцом. Славный дом семейства Эберсел казался светящимся маяком над морем кукурузы и зеленых лугов на фоне леса и неба. Всякий раз, когда дочери Авраама запрягали фамильную багги и отправлялись в Страсбург купить материю и всякую всячину, один только вид 4 дочерей Эберсела кружил головы многим. За последнее время 13-летние двойняшки Анна и Мари Руфь заметно вытянулись, хотя и были ниже на голову Лии, которой через каких-то несколько недель исполнялось 16. Красотой печальных карих глаз, длинных ресниц, изящно очерченного носа и подбородка Анна походила на голубоглазую Мэри Руфь, но мало кто из несведущих людей мог сразу распознать в них двойняшек. Обе сестры, благодаря рыжеватому оттенку своих светлых волос, выглядели просто восхитительно. Особенно, когда вместе собирали вдоль дороги букеты оранжевых и желтых ноготков или на пару трудились в придорожной лавке своей матери,
где продавали фрукты и овощи. Однако молодые люди почти всегда примечали только Сейди, девушку с соломенно-золотистыми волосами, которая была на добрых 3 года старше Лии. Лия же, единственная темноволосая из дочерей Авраама, всеми силами старалась не замечать, что юноши отдают предпочтение Сейди. Она безучастно наблюдала, как местные ухажеры тянулись к ее привлекательной старшей сестре, особенно теперь, когда Сейди как будто готовилась принести пожизненный обет Богу и Амишской церкви. Чем ближе день, в который Сейди должна отдать обет Богу и церкви, тем больше она кажется мне чокнутой, думала Лия о старшей сестре, помогая отцу в один жаркий и душный полдень вести мулов с поля. Лия была не из тех, кто любит пустословить и ни за что не стала бы сплетничать о личной жизни сестер. Видит Бог, в их общине ходило предостаточно слухов, и они рождались в основном на общинных посиделках, когда кумушки со всей округи собирались на квалтинг, совместное составление и шитье квилтов, лоскутных одеял, и мололи языками. Семейные предания о прошлом и настоящем, суждения, рецепты, погода, женские уловки и хитрости – все, что слетало с их уст, становилось достоянием гласности и открыто обсуждалось. Кое-что в этой говорильне было гуд и заслуживало определенного внимания. Однако, по большому счету, сами посиделки, как и ручной труд, представлялись Лии пустой тратой времени. Сама Лия никогда не ходила на подобные встречи, но со слов Сейди и двойняшек знала о посиделках много такого, о чем даже и вспоминать не хотела. Лии казалось, что вот на таких встречах и рождались разного рода небылицы, россказни и сплетни. Ей нравилось говорить обо всем открыто, без обиняков. Как иногда у нее получалось в беседах с отцом на кукурузном поле или во время пахоты и обработки тучной земли. Лия получала огромное удовольствие от разговоров с отцом. Ей нравились лаконичные замечания отца и его деловой, серьезный подход к жизни. В конце концов, Сейди была любимицей мамы, а двойняшкам уделяли внимание оба родителя. До последнего времени Лия никогда не теряла голову. И, по-видимому, этим заслужила доверие отца. Хотя именно с ним она горячо спорила об одной вещи, казавшейся ей совершенно ясной и очевидной. Много лет назад ее отец принял решение, за кого из молодых людей в один прекрасный день Лия выйдет замуж. Хотя, спроси его, он не смог бы с уверенностью ответить, что речь идет о каком-то соглашении, ибо скромным людям подобные договоренности совершенно не свойственны. Этим молодым человеком был Гедеон Питчи, единственный сын кузнеца с ближайшей фермы. Вообще-то его звали Гет-кузнец, чтобы отличить от других ребят в округе с таким же именем. Отец Гедеона, как и отец Лии, много лет посвятил земле. И еще до рождения Лии владения одного граничили с владениями другого. Во время полевых работ отец любил говаривать Лии, простирая руку на восток, в направлении 15 акров земли, принадлежащих кузнецу. «Присмотрись-ка хорошенько, дочь, к своему будущему, вон туда. Бог никому не давал такой прекрасной земли, как нашему соседу-кузнецу». Что и говорить, вопрос о замужестве был запутанным, ведь Лии хотелось угодить любимому отцу. Она прекрасно понимала, какое благо ожидало Гедеона как жениха, а равно и ту счастливицу, которая станет его невестой. После бракосочетания сын кузнеца получал право на владение обширными отцовскими угодьями. Все это, несомненно, сыграло свою роль в согласии, которого достигли кузнец Питчи
и Авраам Эберсол в то время, когда Лия и Гедеон были еще детьми. Кроме того, их отцы были старыми друзьями, и отец Лии просто мечтал о таком сыне, как Гедеон. Никаких романтических чувств к 19-летнему Гедеону Лия не питала. Хотя, конечно, он был очень симпатичным. Его волнистые каштановые волосы походили на ее собственные, отчего стоили гладкие щеки, которые покрывались румянцем, когда он широко улыбался. Гедеон был хорошим парнем, умным, трудолюбивым и искренним. К великой радости отца и всей амишской округи он имел как отказник аграрную отстрочку, которую получали многие парни 18 лет и старше. Лия со своими сестрами и Гедеон со своими, Адой и Доркой, росли вместе. Летом качались на длинном канате в сенном амбаре печи, а зимой катались на коньках по замерзшему Дроздинному пруду. Лия по собственному опыту знала, каким добросердечным мальчиком был Гедеон. К тому же Ада – одна из ее лучших подруг. И все же сердце Лии принадлежало Ионе Масту и никому другому. Об этом, разумеется, не знал никто, кроме Сейди, поскольку сердечные дела хранятся в тайне. Так в свое время поступали влюбленные родители Лии, а перед ними их родители. Теперь Лия с нетерпением ждала дня, когда ей исполнится 16. И тогда, наконец-то, она сможет возвращаться с воскресной спевки домой, в открытой багги Ионы и потихоньку, чтобы не потревожить домочадцев, подниматься к себе наверх. И, услышав, как цок-цок, стучат лошадиные копыта, это Иона Маст возвращается в предрассветный час домой, предаваться сладким мечтам о романтической любви. Увы, ускорить приближение 2 октября было не в ее силах. Небольшая холмистая возвышенность, известная под названием Индюшиный холм, никогда не пугала молодого Дерека Шварца, младшего сына сельского врача. Вопреки предостережениям матери, он забирался в мрачные лесные дебри и чувствовал себя там, как дома. С детства он любил играть с огнем, не опасаясь обжечь крылышки. Нарывался на неприятности, неустанно бросая вызов почти всем, кто становился у него на пути. Дерек прожигал жизнь, как будто рассчитывал жить вечно. Однажды под вечер, в середине августа, Дерек увидел Сейди Эберсол и влюбился в нее с первого взгляда. Это произошло в Страсбурге, где 2 девицы из амишской общины пытались водить за нос энглишеров. У девушек была пора румшпринге, это время полной свободы, когда подростки с позволения общины могут перед церковным обрядом крещения не стеснять себя никакими ограничениями. Вот и сегодня вечером, чтобы поразвлечься, девушки вместо традиционных платьев и молитвенных чепчиков надели нарядные хлопчатобумажные юбки и блузки с короткими рукавами. Но приятель Дерека, Мелвин Уорнер, носивший большой кок, зачесанный на косой пробор, тут же распознал в них амишских девиц и сказал: «Ты только посмотри, какие у них волосы! Волосок к волоску, ни одной завитушки и завлекалки, как у наших девочек». Ну как же, Дерек сразу обратил внимание на длинные густые волосы девушек. Он также приметил растерянный взгляд голубых глаз Сейди и изгиб ее полных губ, когда она улыбалась. «Какая мне разница, скромные они девочки или нет?» Тут же отреагировал Дерек. «Говорю тебе, блондиночка моя!» Сказав это, он поднялся из-за стола, за которым он и его друзья, недавние выпускники средней школы, пили коктейль с солодовым молоком и дурачились в ожидании приключений. И направился к наивным девочкам с широко раскрытыми глазами, чтобы поболтать с ними. Прежде всего, Сейди.
Даже если бы кто-то и посоветовал Сэйди не спешить вечером в ближайшую пятницу в Страсбург, ибо может случиться нечто непоправимое, она ни за что не послушалась бы. Не в первый раз Сэйди тайком уходила из дома, сменив длинное платье, накидку с капюшоном, черный передничек и простенький кап на мирской наряд. При этом ей нравилось расчесывать волосы на косой пробор и перебрасывать их через плечо. Ах, сколько раз в своих тайных, скрываемых от всех мыслях она желала. Нет, мечтала о таком юноше, как вон тот. Да к тому же он энглишер. Высокий, красивый парень с темными роскошными волосами, каких она никогда в жизни не видела, направлялся теперь к ней. Застыв в ожидании, Сэйди уже знала, что цель у того одна – она сама. Глубокий, проникновенный взгляд темных глаз парня просто заворожил ее, и она при всем желании не могла бы от него оторваться. К тому же Сэйди как будто встречала его раньше. Быть может, во время учебы в Джорджтаунской публичной школе, где ученики всех возрастов занимаются в одной классной комнате, что неподалеку от дома Эберселов, которую она посещала со своими сестричками, младшими родственниками и друзьями из числа скромных людей. У нее даже пересохло во рту, и ей пришлось облизать губы. Она надеялась, что он не заметит, как ужасно она волнуется, оказавшись в непривычном для себя окружении. Быстро оглядев себя, все еще не привыкшую к модному наряду, особенно к туфлям с белыми союзками и коротким белым носочком, которые англишеры называют «бобби сокс». Сэйди так и не смогла понять, как выглядит в глазах этого юноши. А вдруг он уже раскусил, что она скромная девица, только принаряженная? А может быть, ему наплевать на это, хотя бы он и узнал правду? По сиянию его глаз она поняла, что ее анабаптистское происхождение не имеет сейчас совершенно никакого, ну никакого значения. Сэйди чувствовала, как колотится ее сердце под тонкой хлопчатобумажной блузкой, которую она надевала под рабочее платье, чтобы мама с Лией ни о чем не догадались, если бы случайно увидели ее, выходящей из дома уже после того, как она с сестрой отправилась спать. По всему телу Сэйди разливалась жаркая сила. Подняв голову и слегка наклонив ее на бок, это движение нарочно отрабатывалось не раз и не два в день. Сэйди с притворной застенчивостью улыбнулась юноше. Первый привет сыну состоятельного доктора. Как вскоре она узнала, юношу звали Дерри, и это уменьшительное имя, которым его окрестили приятели, нравилось ему больше полного имени Дерек, данного ему родителями в честь благочестивого дедушки по линии отца, благовестника. Когда Лия неожиданно и не кстати проснулась, место на кровати, где спала Сэйди, было пусто. И это в пятницу-то, в такой поздний час. Церковные спевки, Лия знала наверняка, не проводятся по пятницам. «Опять Сэйди упорхнула в мир», – подумала Лия. «А что, если мама и отец узнают, что их своенравная дочь уходит из дома после того, как вся семья отправляется спать? И почему Сэйди такая дерзкая, непокорная, Господи?» – прошептала она в темноте. Лия соскользнула с кровати и подошла к одному из окон. Приподняв шторы, она посмотрела на белесое ночное небо, залитое серебряным светом, висевшее над амбаром луны. И как это Сэйди удалось удрать на сей раз? Не настолько сестра привычна к работе, во дворе, да что говорить, тут она полная неумеха. Так что вряд ли бы ей удалось незаметно и бесшумно в такую тихую ночь, при таком ярком свете луны, запрячь в фамильную багги одну из ездовых лошадей. Ах, у Сэйди это никогда не получилось бы. Должно быть, она укатила с кем-то, у кого есть своя машина.
Как только подобная мысль пришла Лии в голову, ее едва не стошнило. Ну, конечно же, Сэйди не опустится так низко, не выкинет такое. К чему ей сводить с ума родителей, срамить и бесчестить все семейство? Как Лия не успокаивала себя, она все равно боялась, что именно так и поступила ее сестричка. Ах, к чему сейчас беспокоиться о том, что неизвестно и невозможно изменить? Тем более о том, что нельзя проконтролировать. Лия знала, что скоро начнет светать. Первая дойка в 5 часов утра, и отцу потребуется ее помощь. В конце концов, ей нужно отдохнуть, ведь кто-то здесь должен исполнять свой долг и в выходные. Отвернувшись от яркого лунного света, Лия опустила шторы и на цыпочках вернулась к постели. Не желая думать о других постыдных, недостойных делах, о которых ее сестричка могла помышлять в этот поздний час, Лия вздохнула. Она скользнула в постель и, едва прикоснувшись к подушке, уснула. Ей очень хотелось спать. И вправду, ей нужно было отдохнуть. Радио в кафе играло на полную катушку. Передавали чикиту, аккорды калипсо с двухчастным размером. Пепси-кола – вот что нужно, унций полных дюжина. Для начала хватит пары. Когда Дерек с приятелем и двумя скромными девицами, которых они закадрили, направился в сторону автомобиля Мелвина Уорнера, вскоре они смеялись и, отпуская шуточки, уже катили вниз по Джорджтаун-Роунд в сторону Индюшинного холма. Дерек почти сразу понял, что Сэйди Эберсел, его неожиданная интрижка на вечер, сильно отстала от моды. Правда, не во всем. «Тормозни-ка здесь!» – попросил он приятеля. «Сэйди и я, мы выходим. Ты пойдешь провожать через этот лес?» – спросил Мелвин, не выходя из машины. И тут впервые за весь вечер Дереку показалось, что Сэйди чего-то боится. Окинув его недобрым, настороженным взглядом, она спросила: «Неужели мы пойдем через лес?» «Не бойся, я знаю его как свои 5 пальцев», – отозвался он и распахнул дверцу автомобиля, помогая ей выйти. «Ой, Лисейди, ты уверена?» – спросила, наклонившись к ним, сидевшая рядом с Мелвином на переднем сиденье подружка Сэйди из общины. Хотя, похоже, она не очень-то беспокоилась. «Ты же знаешь, как говорится, в этот лес не ходи, ведь дороги назад не найти». «Все будет хорошо», – заверил ее Дерри. «Не волнуйся, Наиминь», – успокоила Сэйди подружку, бросив ей на колени через открытое окно свой рюкзачок. «Вот, не в службу, а в дружбу. Позаботься об этом. Завтра заберу у тебя». Когда япи-мобиль Мелвина с грохотом покатился вниз по дороге, Дерри повернулся к Сэйди и подал ей руку, помогая переступить через канаву, которая тянулась вдоль обочины, и повел ее через подлесок в сторону Индюшинного холма. «Ты что же, никогда не бывала здесь?» – спросил он, разглядывая девушку при свете луны. «Нет», – ответила она. «Я хожу к одной женщине. Она живет в избушке с другой стороны леса. Мы с сестричками добираемся к ней по грунтовой дороге вон там, где заросли на перстянке». Усыпанную цветами сторону Индюшинного холма, на которую указывала Сэйди, Дерек знал не очень хорошо. Было дело, он встречал там несколько раз женщину, о которой говорила Сэйди, и видел таблички с предупреждающей надписью для охотников. «Частная собственность, посторонним вход запрещен», которые женщина расставила по периметру своего земельного участка, занимающего 5 акров. Спрятав улыбку, он подумал: «Сэйди наверняка считает меня пустоголовым. Та женщина, несомненно, из амишей». Он запомнил ее работающей в цветнике, который разбит вокруг ее жилища. «Она твоя подруга?»
Ну, да. Сэйди на мгновение нахмурилась. Затем оглянулась и с улыбкой спросила. «Ты знаешь Лизи Бреннеман?» «Я не знаком с ней официально, если ты это имеешь в виду», – покачал головой Дерек. «Ей нравится, да и всегда нравилось жить одной. Она любит свою опушку и зверюшек». «Наверное, она не такая уж старая», – поинтересовался Дерек. «Ей 34 года», – отозвалась Сэйди. Ему показалось, что девушка скрывает правду, ведь эта женщина, по всей видимости, приходится ей родственницей, возможно, даже теткой. Но он не стал вдаваться в подробности, сейчас его волновали другие, более важные вопросы. «То есть», – подумал он, – «эту избушку в лесу мы должны обойти стороной». Ведь только так надо было понимать волнение его спутницы. Он знал наверняка, где лучше этой ночью прогуляться с Сэйди. Подальше от Лиззи, уж он-то позаботится об этом. Соблазнительная улыбка Сэйди и флер невинности, казалось, окутывавшие ее, раззадорили Дерека. «Ты когда-нибудь целовалась с парнем на первом же свидании?» – спросил он, криво усмехнувшись. Возбужденное и несдержанное хихиканье Сэйди доставило ему удовольствие. Он знал, что встретил родственную душу. Взявшись за руки, они скрылись в лесной чаще, куда сквозь густую листву вековых деревьев не проникал лунный свет. Ночь была безоблачной и тихой. Глава 2. Еще будучи совсем маленькой девочкой, Анна, старшая из двойняшек Эберсел, она появилась на свет раньше сестры на 23 минуты. Стала задумываться о смерти, представляя в своем воображении, что значит переселиться в лучший мир. Эти мысли не давали Анне покоя, особенно в то время, когда она оставалась одна в придорожной лавке семейства Эберсел. Точнее сказать, когда у нее выдавались свободные минуты между работой за прилавком, общением с покупателями и подсчетом выручки. Вообще говоря, покупателей летом всегда хватало, особенно в утренние часы. Стоило Ане выставить на длинный деревянный прилавок плошки, изготовленные из тыквы, и разложить в них зелень и всякую всячину, как своим ярко-желтым и оранжевым цветом они тут же привлекали внимание людей, спешивших остановиться и приобрести товар, а заодно пообщаться с девицей из числа скромных. Но теперь, в августе, главной приманкой стали пучки молодой моркови, шпината и стручковой фасоли, которые Анна раскладывала между листьями латука и черешками ревеня. Молчаливая и робкая, как тень, Анна не могла дождаться, когда, наконец, инглишеры выберут землянику, редиску и помидоры, отнесут все это в багажнике своих автомобилей и уедут. Да, она чувствовала себя такой конфузливой и неловкой, едва справляясь с работой за прилавком. Скорее всего, именно поэтому, как представлялось Анне, ей и доверили управляться с несместным количеством овощей и фруктов, ибо мама считала, что чем больше чем ты занимаешься, тем лучше это получается. «Может быть, для кого-то это и так», – думала Анна, но у мамы, наверное, никогда не дрожали колени, как у нее. Не вырывались такие глубокие вздохи, и щеки не краснели при одной только мысли о разговоре с внешними, чужими для нее людьми, да еще по-английски. Точно так же она чувствовала себя все годы своей учебы в публичной школе. Слава богу, Мэри Руфь была для нее тем человеком, с которым можно поделиться тайнами. В общем, получать образование за стенами родного дома не так уж приятно. Что там греха таить? Продажа фруктов и овощей в придорожной лавке доставляла Анне много беспокойства. Чего стоил вид проезжающих мимо автомобилей, из которых, когда они замедляли ход возле прилавка Эберселов, высовывались посторонние люди
с разинутыми от любопытства ртами и тыкали указательным пальцем в ее сторону. Неужели им интересно посмотреть на ее длинное платье с накидкой и черным передником, на ее молитвенный чепчик, на прямой пробор в волосах? А иногда автомобили останавливались прямо перед прилавком. Ах, все пошло бы своим чередом, если бы Мэри Руфь, ее близняшка, не была так занята работой по дому и могла стоять за прилавком вместе с ней. Работать вдвоем Анне было не только легче, но и приятнее. Сейчас, в этот поздний час, Анне не спалось. Она лежала рядом с Мэри Руфью на двуспальной кровати, слушала глубокое дыхание спящей сестрички и снова размышляла о небесах. Анну очень интересовало, как отошла в мир иной Гроссмами Эберсол, их бабка по отцовской линии, которая умерла 6 месяцев тому назад. Отца не было у смертного одра своей матушки, зато от него не отходили несколько амишских кумушек, мама и 3 тетки по линии отца. Потом они рассказывали, что смерть Гроссмами была в полном смысле слова «мирной». О, если бы только Анна могла знать, как все происходит на самом деле. Она никак не могла взять в толк, является ли смерть приятным событием, потому что не представляла ясно, как эта душа, твоя неотъемлемая часть, не умирает, а, отделившись от тела, продолжает жить в вечности. Совсем другое дело приход в этот шумный и суетный мир нового человека. Она повидала много домашних родов и знала доподлинно и верно, что к чему. В общем, Анна сомневалась, можно ли говорить о чьей-то смерти как о благополучном исходе. Конечно, она еще не видела ничьей смерти. Пока. «О, ты еще только начинаешь жить, дочка», – сказала ей недавно мама, после того, как Анна все-таки отважилась рассказать, как серьезно она воспринимает все, что связано со смертью. «Химел – это небеса, Анна», – напоминала сестре Мэри Руфь, подавая ей миску снежного гороха. «Неужели ты сомневаешься, что Господь пошлет за тобой ангелов, чтобы они перенесли тебя через Иордан, когда придет твой черед? Разве не так говорит Библия?» С тех пор Анна держала язык за зубами и подобных вопросов уже никому не задавала. Должно быть, не каждый, как она, задумывается о собственной смерти. Наверное, ее представления о смерти с самого начала были ошибочными. Неужели ее двойняшка так легкомысленна, что не помышляет о своем благе, думала теперь Анна, лежа рядом с Мэри Руфью. И все потому, что они такие разные. Мэри Руф отличалась невозмутимым спокойствием, между тем, как впечатлительная Анна смотрела на жизнь серьезными, полными тревоги глазами. Да, сколько помнила себя Анна, именно так все и было. Разумеется, почти все у двойняшек было общим. Иногда даже одна из них заканчивала фразу, начатую другой. Когда такое происходило за обеденным столом, отец начинал смеяться. Одного цвета волосы, одни и те же вкусы, одни и те же мальчики привлекали их внимание. Хотя церковные спевки по воскресным вечерам были заказаны двойняшкам по крайней мере еще года 3, посещать их честным девушкам до 16 лет считалось неприличным. Привлекательных мальчиков хватало и на утренних воскресных богослужениях. Особенно это касалось братьев Штольцфус, Ездры с Илией, чуть ли не погодков, которых вполне можно было принять за близнецов, хотя первый был старше второго на 14 месяцев. Однажды, оставшись вдвоем с Мэри Руфью, Анна призналась. Иногда у нее мелькает мысль, что этих мальчиков тоже посещают романтические мечтания. Они с Мэри Руфью. И сестра залилась таким искренним смехом, что воспоминание о нем успокоило Анну в тот момент, когда сестра призналась ей, что тоже мечтает об одном из этих мальчиков.
Давай заполнять наши сундуки приданым, ведь мы с тобой почти взрослые», – предложила Мэри Руфь, и ее голубые глаза засияли. Конечно, Анна была того же мнения, ведь недаром они с Мэри Руфью по вечерам просиживали часами за вышиванием наволочек и вязанием кружевных салфеток. Анна особенно любила вышивать ленивым стежком яркие цветочки и бабочек в углах обыкновенных носовых платков, которые мама покупала в Страсбурге. Иногда Анна помечала свое рукоделье словами «на продажу» в их придорожной лавке, хотя ей больше нравилось дарить. Мама привыкла держать один из миленьких носовых платочков, вышитых Анной за обшлагом рукава своего платья. Он мог пригодиться, чтобы вытереть грязь с лица одного из многочисленных племянников и племянниц, приходивших к ним в гости. Или чтобы дать им высморкаться. В уголке одного из носовых платочков Анна вышила группу человечков, каждый из которых походил на того или иного из ее ближайших родственников. Этот платочек больше всего полюбился Лии и маме. Причем мама заметила, что у нее, как правило, все получается на славу, если она держит этот платочек в своем кармане или просто носит с собой. Многое из того, что уложила Анна в свой сосновый сундучок с приданым, можно было найти в таком же сундуке Мэри Руфи. Что делала одна сестричка, как правило, повторяла другая. И сейчас Анна ворочалась в постели, поглядывая на безмятежное лицо Мэри Руфи, веки которой легонько подрагивали. «Какие же сны снятся моей сестрице?» – спрашивала себя восхищенная Анна. Ей очень хотелось быть такой же спокойной, чтобы спать и не слышать, как кто-то поднимается по лестнице. Неужели Сэдди опять явилась домой среди ночи? Анна подумала, что сейчас выскользнет из-под одеяла и застанет пробирающуюся на цыпочках в спальню сестру врасплох. Нет, не надо. Лучше не надо. Кто знает, какой красивый привлекательный парень из Амиши однажды привлечет ее, Анны, внимание, если только она отважится покинуть раковину своей застенчивости. Бог знает, на какой риск пойдет она в свое время, лишь бы встретиться со своим любимым. Беспокойные мысли о своем будущем и о будущем дорогих сестер проносились в голове Анны и заставляли ее ворочаться в постели. Она глядела на смутно различимый потолок и слушала, как тихо посапывает беззаботно спящая Мэри Руфь. Конечно, Лия знала, что нехорошо притворяться спящей, когда у тебя сна ни в одном глазу, и ты отчетливо слышишь суетливую возню Сейди, не говоря уже о громком шлепанье ее туфель. «Ах, возлюбленный Господь простит меня», – решила Лия, «за то, что я не закатила Сейди скандал, пока в доме все еще спят». Сэйди неслышно вошла в их спальню и прошмыгнула к деревянному сундуку, стоящему в ногах двуспальной кровати. Подняв и укрепив его крышку, она одним движением скинула короткую юбку с оборками, за ней тонкую блузку, белые носочки и туфли с белыми союзками. Лия не могла видеть всего этого, да и не пыталась, однако по доносившимся звукам могла судить о том, что Сэдди спрятала свои англишерские наряды на дно сундука. Комнату наполнил сочный запах сырого леса, а также гиацинта. Это, по-видимому, был запах дешевого одеколона. И где только Сэдди откопала свой наряд, и кто научил ее менять прически? Сэдди напоминала Лии несостоявшегося художника, а ее золотые локоны – его холст. Всякий раз, когда Сэдди заявлялась домой за полночь или вовсе под утро, у нее была новая прическа. Лия представить себе не могла, как можно так часто менять свой облик. Суббота в общении скромных людей мало чем отличалась от любого будничного дня. Тем не менее, Иде сразу бросилось в глаза, что этим субботним утром Сэйди была такая вялая, как будто чувствовала себя неважно. Вместо ясной голубизны глаз – водянистая серость,
а под глазами, ах, ужасные темные круги. Неужто ее старшенькая ворочалась сбоку на бок всю ночь? Но что могло так измучить ее дорогую девочку? Уж не заболела ли? «Ты выглядишь такой истерзанной», — сказала она Сэйди, раскатывающей тесто для пирогов. «Может, плохо спала?» Помолчав несколько минут, Сэйди ответила, что, возможно, все именно так. Сон у нее действительно был неглубокий, но она уверена, что рано или поздно наверстает упущенное и хорошенько выспится. «Чем я могу помочь тебе, дочка?» Тотчас отозвалась Ида, подумав о кружке теплого, настоянного на травах чая, который Сэйди выпьет перед сном. Но Сэйди как будто рассердилась на вопрос матери. «Успокойся, мама, не надо волноваться», – послышался неожиданно резкий ответ. «Ну хорошо, хорошо», – согласилась Ида. Мысли ее были заняты кухней, где для начала надо подмести и вымыть пол. Затем она займется приготовлением обеда для Авраама и девочек, ведь около половины 12-го ее муж и Лия, работавшие в амбаре, придут голодными. Она хотела, чтобы вкусный обед стал для них праздником. Сегодня она сварит похлебку с фрикадельками, испечет домашний хлеб и подаст его с маслом, приготовит домашний творог и достанет шоколадные плитки, любимый десерт Авраама. Сколько всего ей предстоит сделать по дому. К тому же и в огороде много прополки, а у Сэдди уже с позаранку как будто нет энергии, которая потребуется в этот душный день, чтобы справиться с работой по дому. Возможно, старшая дочь и вправду не выспалась. Но с какой стати ей быть такой возбужденной, несдержанной? Что все это означает? Наверное, Лия знает, чем недовольна Сэдди. Да вот только нигде ее не видно. Встала с первыми петухами и отправилась с Авраамом на дойку. И потом у Лии легче вырвать зуб, чем признание. О чем-нибудь, касающемся Сэдди или двойняшек. Нет, ничего тут не поделаешь. Чтобы понять, от чего это с лица старшей дочери не сходит кривая усмешка, придется ждать, пока Сэдди сама не доверится матери, а на это уйдет много времени. Может быть, целая вечность. В амбаре все нужно было привести в порядок, и Илья тщательно подметала полы, поднимая при этом целые столбы пыли. Она ничего не могла с собой поделать и просто вымещала гнев на старой метле и амбарных полах. Как хорошо, что она, рассердившись на Сэдди, поспешила прийти сюда пораньше. Задушевный разговор с отцом – вот единственное, что могло бы помочь ей не думать о сестре. Лия покосилась на отца, Авраам драил полы в молочной комнате. Поймав ее взгляд и заметив, с каким остервенением дочь подметает пол, Авраам прекратил свою работу. Он поспешил к ней, доставая на ходу чистый голубой платок из кармана брюк. «Взгляни-ка, Лия, вот что тебе сейчас нужно. Это убережет твои легкие от пыли», – сказал он и прикрыл нос и рот дочери платком, надежно завязав его концы у нее на затылке. «В таком виде я распугаю мулов», – пошутила Лия, хотя заботливый жест отца пролил бальзам на ее душу. «Не обращай внимания на животных, разве они не видели нас с тобой в худшем виде?» «Пожалуй, ты прав», – согласилась Лия, хотя ей было не вполне удобно работать в платке, который отец завязал так, что тот спихивал с головы чепчик. Она быстро домела полы, закончив работу как раз в тот момент, когда отец сказал, что едет в сварочную мастерскую. «Не хочешь прокатиться со мной?» – предложил он. «Мы вернемся прежде, чем твоя мама затаскует без нас», – весело сказал он, выводя из амбара тягловую лошадь, чтобы доехать на небольшой повозке до мастерской. «Конечно», – ответила Лия, развязывая платок и думая о том, что будет лучше, если она проведет это утро с отцом. Ей не хотелось снова оказаться рядом с Эдди. Теперь насчет сестры у Лии не осталось никаких сомнений. Повозка легонько покачивалась на ходу, когда лошадь везла их к сварочной мастерской,
и всю дорогу Лия даже не подавала виду, что чем-то расстроена. «Пастор Йодор подумывает нанять кучера и после жатвы съездить со всем семейством в Индиану на короткий отдых», – заговорил первым отец. «А почему в Индиану?» «Ну, меня бы не удивило, если бы он отправился туда в поисках земли для пастбищ. Но ты заметь, он ведь не снимается отсюда, а едет помочь сосватать невесту одному из племянников». «Девушку из Индианы?» – поинтересовалась Лия. Отец кивнул. «Наших невест мало, так подавай дальнюю». «Ну и дела. О подобном сватовстве я еще не слышала». Сейчас отец вспомнит о Геде-кузнеце и переведет разговор на излюбленную тему. Как Гед-кузнец женится на мне. Подумала Лия, но этого не случилось. Она была страшно удивлена, что отец воздержался от высказываний, особенно теперь, когда можно было легко ввернуть в разговор пару-тройку замечаний. Какое-то время они ехали молча, наслаждаясь тишиной, прислушиваясь к жужжанию насекомых и щебету птиц. Наконец Лия спросила: «Терпеть скорби от искушений и впадать в них. Как ты думаешь, в чем здесь разница?» «Ну, знаешь, это очень важный вопрос, как говорит Писание. Господь увещевает нас бодрствовать и молиться, чтобы мы не поддавались искушению». «Но как человеку избежать соблазна?» «Избегая тех, кто может быть орудием врага». «Ты имеешь в виду англишеров?» Положив поводья на колени, отец снял большую соломенную шляпу и почесал затылок. «Сдается мне, всему должно быть время и место. Можно общаться с внешним миром, но когда надо заводить близких друзей или выбирать супруга, ну, в общем, ты понимаешь, что лучший путь – это путь Божий». Теперь Лия старалась не думать о Сэдди, ведь мудрый отец разгадает ее вопросы и, возможно, поймет, отчего это она расспрашивает об этом. Они говорили о духе, который бодрствует, и о плоти, временами ужасно немощной. Потом отец заговорил о чистой совести праведного человека и битве, что разворачивается в душе каждого мужчины и каждой женщины. Но самое важное в искушении – знать, как избежать его, сказал отец, и лицо у него стало серьезным и грустным. Лия промолчала, задумавшись над словами отца. Украдкой от мамы, улизнув из кухни, Сэйди вышла на большую веранду и с тоской посмотрела на темнеющий за амбаром лес. Вчера, как и обещал Дерри, они все-таки выбрались из ужасного лабиринта, миновали лесную чащу, и зловещие тени остались позади. О том, как Дерри вел ее через лес, она обязательно расскажет Наэмине, когда пойдет забирать у нее свой рюкзачок. Отчего это она так разволновалась вчера ночью? Ведь Дерри был рядом, бояться было нечего. Рядом с Дерри не стоит ничего бояться, это уж точно. Дерри Шварц казался ей самым замечательным юношей на свете, и она думала о нем с непривычной душевной болью. Это когда к сильному волнению примешивается острое чувство тоски. Сэйди размышляла о его и своей жизни, о том, как они могли бы встретиться. Вдруг, откуда ни возьмись, автомобиль, который сбивает лошадь, запряженную в багги. Ну, что-то вроде этого. Разумеется, им не следовало оставаться наедине. Для этого не было никаких оснований. Но их тянуло друг к другу. Ее привлекала дерзость недоступного молодого англишера, который так хорошо знает внешний мир, и прельщала та большая любовь, которой он вскоре, во что она свято верила, одарит ее. Что касается Дерри, то тут она толком еще ничего не знает. Возможно, Дерри привлекали ее волосы цвета золотистой соломы и большие голубые глаза.
Может быть, он увидел в ней нечто такое, чего не замечали другие юноши. Но она узнает, обязательно узнает, в чем тут дело и что такого нашел в ней сын сельского доктора, причем за такое короткое время. И все же, как настойчиво вчера он упрашивал ее встретиться вновь сегодня вечером. «Не побоишься встретиться со мной еще раз здесь, в лесу?» – спросил он Сэйди после приятно проведенного вечера. «Не знаю. Издалека лес кажется густым, дремучим, к тому же в нем слишком густой подлесок». Она говорила уклончиво, осторожно, чтобы не показать своего страха перед этим лесом, надеясь, что он поймет ее с полуслова. И он, поняв намек, сказал, что будет рад встретиться с ней у амбара, около ее дома, ровно в 10 часов. «Если хочешь, ты могла бы надеть свое обычное платье», – неожиданно добавил он. «Зачем ради меня притворяться, что ты не из скромных людей?» Сэйди почувствовала, как запылали у нее щеки от мысли, что значит все это время он знал. «Ты серьезно?» – спросила она. «Пожалуйста, не рискуй, а то тебя поймают в модной одежде и поймут, что твой, ну, в общем, дружок не из числа амишей». Дружок. Как затрепетало ее сердце при мысли о том, что Дерри, должно быть, и в самом деле уже заботится о ней. Тут она окончательно и бесповоротно решила, что Дерри очень умный юноша. Потому что он открыто, без утайки предложил ей больше не ломать голову над тем, как поразить его модными англишерскими нарядами. Слава богу, лишняя забота с плеч долой. С Дерри она могла быть сама собой. Если он не возражает, она оденется, как скромная девица. Больше не надо играть. Может быть, она нашла мужчину своей мечты. Кто знает, не захочет ли он вступить в церковь скромных людей. Если он не собирается расспрашивать ее о жизни в общине староверов, то зачем попросил о втором свидании в лесу? Но есть и другой путь. Она уйдет в его мир и оставит общину амишей. Вскоре она получит ответы на все свои вопросы. Вот только бы мама не заглядывала так часто в спальню и не смотрела на нее так, словно хотела выпытать, что же такое происходит с ее старшей дочерью. Нет, Сэйди не хотела все испортить, поделившись с мамой Илией тайной о юноше с темными вьющимися волосами и светло-карими глазами. Только не теперь. Иначе мама решительно воспротивится и запретит ей, видит Бог, ходить на свидание с парнем не из их общины. К тому же ей в ближайшее время предстоит принять здесь крещение. Алия. В общем, она знала, что ее сестра разобьется в лепешку, внушая ей, что нельзя играть с огнем. И это будет длиться бесконечно. Лучше держать все при себе. Мама часто осуждала Мэри Руфь. В шутку, конечно. И говорила, что стоит той начать болтать, и болтовне конца и края не будет. Вот и сегодня, помогая маме готовить завтрак, она начала тараторить без умолку. «Когда-нибудь я стану хорошей учительницей», – думала Мэри Руфь. «Хотя отец и мама переполошатся, когда узнают об этом». Всю жизнь Мэри Руфь мечтала стать школьной учительницей. Но как добиться такого счастья? Дальнейшее, высшее по понятиям скромных людей образование по достижении совершеннолетия в возрасте 15 лет было, по словам их епископа, запретным плодом. Но что могла поделать Мэри Руфь с горячим, непреодолимым желанием учить детей? Замешивая тесто для блинов, она предавалась мечтам. На завтрашнем богослужении у печи будет много малышей. Вот бы поиграть с кем-нибудь из них на пикнике после собрания. Сколько деток Господь подарит ей и ее будущему мужу.
И кто из молодых людей поймет и разделит ее любовь к книгам? С каким нетерпением ожидала Мэри Руфь того часа, когда после завтрака будет помогать маме и Сэйди составлять воскресное меню. В отличие от Сэйди, она интересовалась мальчиками только самую малость. Что касается Лии, то она вызывала у Мэри Руфи неизменный интерес, особенно в связи с Едом-кузнецом. Тот, по всей видимости, имел виды на ее сестру-сорванца. Мэри Руфь догадалась об этом год или два назад и, разумеется, никому ничего не сказала и говорить не собиралась. Лия была девушкой закрытой, не любящей откровенничать, к тому же слишком практичной, так что тут, по мнению Мэри Руфи, не было даже намека на какую-то романтическую историю. Пока Анна накрывала на стол, поглядывавшая на нее Мэри Руфь заметила, что двойняшка страшно заинтригована тусклым, безжизненным выражением глаз Сэйди. При этом Мэри Руфи вспомнились такие же взгляды мирских девочек из публичной школы на Белмонт-Роуд, в которой учились они с Анной. Там амиши, меннониты и англишеры вместе отвечали свои уроки, а на переменках девочки шептались о мальчиках. Затея сравнивать Сэйди с мирскими девушками была Мэри Руфи не по душе, хоть Сэйди и была ученицей публичной средней школы в городке Парадис, пока ей не исполнилось 17. Именно тогда отец откровенно сказал, что не очень-то гуд. Не пристало его старшей дочери водить дружбу с англишерами в школе, в той среде, где распаляется человеческая гордыня, столь осуждаемая скромными людьми. Не тогда ли задумала Сэйди устроить себе дикий румшпринге? Поистине, не дано Мэри Руфи судить что да как. Не будет она торопить события, а подождет и посмотрит, какое воплощение найдет воля Господа Бога, Отца Небесного, в жизни каждой из ее сестер. Выпечка блинов на чугунной сковороде и шипение масла успокоили ее и избавили от уныния. Она стала напевать церковный гимн, чтобы поднять настроение всем, в том числе и себе. Давным-давно наступило время радоваться ради Бога. День Господень был не за горами. Глава 3. После обеда Лия помогала Сэйди мыть и сушить стекла всех керосиновых ламп, которые были в доме. Вчера во время чтения Библии и вечерних молитв, как заметили Лия с мамой, лампы стали светить слишком тускло из-за копоти на стеклах. Отец никогда не сетовал, но то и дело поправлял очки, когда склонялся при чтении над лампой в кухне, где до наступления сумерек собирались все домашние. Именно в это время широко распахивались все окна и открывались двери заднего крыльца, чтобы в душные комнаты проникал свежий воздух. «Давно пора было надраить эти стекла», – сказала Лия, передавая Сэйди одно из них для сушки. «Зачем отцу каждый день, когда он читает священное писание, портить зрение?» Сэйди равнодушно кивнула. «Вечером опять улизнешь?» – шепнула Лия. Глаза Сэйди засверкали, предвещая недоброе, как будто предостерегали. «Ах, только не теперь!» Глянув через плечо, Лия увидела, что мама на веранде смахивает пыль с мебели. Ох, как часто она повторяла: «Чистота – залог благочестия». Анна и Мэри Руфь выбежали во двор, чтобы полить из шланга заднее крыльцо и дорожки. «Не разбивай маминого сердца, а это непременно случится, если ты опять улизнешь на свидание с англишерскими мальчиками», сказала она как можно тише. «Откуда тебе знать, что я собираюсь делать? Вчера я видела, как ты вернулась домой в своем наряде», прошептала Лия, которой ужасно хотелось спросить у Сэйди, где та откапывает такие вещи, но разговор прервался из-за возвращения мамы. Домывая стекла ламп, Лия размышляла о завтрашнем богослужении. Интересно, выберет ли Гет опять меня перед общей трапезой?
Настроенный по отношению к Лии более чем решительно, Гет вел себя достаточно осмотрительно. И все же она знала, что парень ждет, считая медленно тянувшиеся недели, когда она, наконец, подрастет и сможет посещать воскресные спевки. С таким же нетерпением ждала их и Лия, но совсем по другой причине. «Я первым вызовусь проводить тебя домой в моей багги», пообещал ей Гет около амбара 2 недели тому назад, когда в воскресенье у Эберселов проходило церковное собрание. Тогда Лия промолчала, но как она хотела, чтобы у нее нашлись посланные Господом мудрые и добрые слова, которые помогли бы ей мягко и кротко отстраниться от этого человека. Однако ничего подходящего не приходило ей в голову, и она стояла, что-то перебирая в уме, в то время как единственный сын кузнеца с высоты своего внушительного роста с улыбкой глядел на нее. Чего действительно ожидала Лия, так это следующего воскресенья, когда в те часы, что оставались между утренним и вечерним собраниями церкви, скромные люди навещали своих родственников. Маме не терпелось поскорее отправиться в Грасхоперскую долину, чтобы снова повидаться с родичами из семейства Маст, у которых они не были вот уже несколько месяцев. Лия с точностью до дюйма запомнила то место в амбаре, с которого она слушала отца, делившегося с ней мыслями об этом посещении. Глядя с сеновала вниз, она тогда застыла на месте и, опираясь, чтобы не упасть на вилы, поставленные перед собой, ждала, когда успокоится биение ее сердца. Она улыбнулась, любовно припомнив, как в первый раз говорила с Ионой. Обоим пора было на ужин, но они стояли возле молочной комнаты и говорили что-то о птицах, особенно о тех разноцветных, что водятся возле избушки тети Лизи, рядом с тем местом, где росли полевые цветы. Лия призналась, что ей очень нравятся синешейки. Ионе они тоже нравились, и Лия опустила глаза, не выдержав испытывающего взгляда его голубых глаз. И на мгновение забыла, что он на 3 года старше ее, ровесник Сейди. Все же он был особенным, не таким, как другие юноши, как будто ближе Лии по духу. Иона понимал, что на самом деле она вовсе не сорвиголова, а совершенно нормальная девушка. В сущности, за всю жизнь она ни в ком не встречала такого понимания. Уж, конечно, не в Сейде, разве что изредка в маме. У Анны была Мэри Руфь, а у Мэри Руфи была Анна, так что они постоянно шептались между собой, оставаясь вдвоем. Только с тетей Лизи и Адой Питчи, младшей сестрой Геда, могла Лия поговорить о сокровенном. В общем, между Лией и Ионой возникло такое чувство, в котором мама, если бы она узнала об этом, нашла бы дурное, потому что считала, что молодым христианкам не следует открываться молодым людям, за исключением, конечно, жениха или мужа. Сэйди нервно посмотрела на веранду. Там мама продолжала делать уборку. «Давай выйдем во двор», – тихо попросила она Лию. «Зачем?» – удивилась та. «Пожалуйста, пойдем». Сэйди повела Лию за собой. Они миновали подсобное помещение, комнату и крытую галерею. Затем прошли по крыльцу мимо близняшек, которые весело смеялись за работой. Они шли молча, пока Сэйди не сказала, обернувшись. «Слушай, если хочешь знать, я, кажется, влюбилась». «Влюбилась? Ах, Сэйди, в кого же?» «Тссс! Он живет там, ниже по дороге. Его зовут Дерри». «Так и есть, любовник», – подумала Лия, с трудом подавив себе желание тут же развернуться и уйти в дом. Ей вовсе ни к чему слушать дальше о непристойностях. «Что ты? Англишерские мальчики – большая беда. Постереглась бы, ведь знаешь их по средней школе и вообще». «Ах, ты говоришь совсем как отец». «Ну, знаешь ли, кто-то же должен напомнить тебе о здравом смысле. Одно дело дикий румшпринге – это свод неписанных правил святой жизни. Сэйди, и совсем другое дело то, что ты творишь.
Не нарушай старой веры. Говори, что хочешь, только не выдавай». В глазах Сэйди вспыхнули неистовые искорки. «Не знаю. Может быть, мне придется рассказать». Они в упор посмотрели друг на друга. «Не забудь, Лия, что тебе тоже есть что скрывать», прошипела Сэйди, приблизив свое лицо к Лийному. «Ты мне угрожаешь? Называй как хочешь, но если мама узнает обо мне, я пойму, что это ты проговорилась. Если расскажешь маме про меня, я расскажу отцу про тебя. И тогда он узнает, что ты хочешь выйти замуж за Иону, а не за Геда-кузнеца, и положит этому конец». Хотя Лия и продолжала стоять на своем, внутри у нее все оборвалось. Старшая сестра наверняка выполнит свое обещание. Гневно сверкнув глазами, Сэйди отворила дверь в уборную и поспешно скрылась за ней. Услышав, как щелкнул дверной шпингалет, Лия повернулась и убежала в дом. Выйдя из уборной и увидев Лию, Сэйди пошла по тропинке, которая вела к опушке леса, где стояла аккуратная избушка тети Лизи. Босые ноги Сэйди утопали в пыли, в горле так першило, что было трудно дышать. Как она сожалела, что заикнулась о своем англишерском дружке. Может быть, стоит сходить к тетке, отвлечься от неприятных мыслей. Приблизившись к дому с белой оградой, Сэйди разглядела тетушку Лизи, которая отворяла сетчатую дверь, но, завидев гостью, выбежала ей навстречу, помахивая на ходу кухонным полотенцем. Ветер раздувал ее длинное фиолетовое платье и черный передник. «Кто там? Неужели ты, Сэйди? Ну, привет!» Загорелое лицо Лизи озарила радушная улыбка. Сэйди ускорила шаг. «Привет, тетушка! Проходи, посиди немного на крылечке». Лизи встретила Сэйди по другую сторону каменной ограды, построенной вокруг ее домика. Достаточно высокой, чтобы не подпускать оленей и других обитателей леса к ее цветам, и повела ее к заднему крыльцу, где раскинули свои кроны 3 орешника, росшие рядом. Небольшой бревенчатый домик, 4 комнаты с верандой, прятался на опушке, выглядывая из леса, словно собака из конуры, как любила говорить мама. Высокие деревья словно подпирали домик с одной стороны, защищая его от зноя и дождя. Однако было вдоволь и благодатных, освещаемых солнцем мест, где могли расти любимые тетушкины розы, лаванда, лилии, ломонос и травы. Здесь хватало места и для ее огорода. Не успели они сесть на заднем крыльце в кресло-качалки, как тетя Лизи спросила. «Так-так, что привело тебя сюда совсем одну?» «Да вот вышла ненадолго, прогуляться». «Погода для этого лучше не придумаешь. Хорошо бы и завтра выдался такой же славный денек. Ты пойдешь к Питчи?» – спросила Сэйди, вспомнив о завтрашнем богослужении. «Никогда не оставляла своего собрания. Не собираюсь и в дальнейшем». Сэйди, понимающе кивнула головой, почувствовав на себе пытливый взгляд тети Лизи, которая продолжала. «Блажен, кто бодрствует, тогда и болезни ему не страшны, правда? Должно быть, это все из-за трав, которые растут у тебя в саду. Мама говорит, что некоторые из них обладают лечебными свойствами». «Да, наперстянка, например, но такие травы растут не только у меня», согласилась Лиззи и показала рукой на море белоснежных, лиловых и желтых головок дикорастущего львиного зева и пятна бросающихся в глаза золотистых лютиков. «А как же это травы могут лечить?» «Чтобы отпугнуть болезнь, головки львиного зева разевают ротики. Вот и все», – залилась Лиззи веселым смехом. «О, тетушка, неужели это правда? Ты выглядишь немного бледной, болезненно», – вдруг сказала Лиззи. «Не очень хорошо себя чувствуешь?» Сэйди была уверена, что выглядела не более изможденной, чем обычно.
В конце концов, ее светлая кожа почти всегда казалась несколько бледной, если не считать того времени, когда к ней приставал загар. «Утомилась немного, вот и все», – отозвалась она. Лиззи задумалась, и ее карие глаза перестали смеяться. «Сдается мне, что ты не спала всю ночь», – проговорила она. «Да, легла вчера поздновато», – призналась Сэйди. «Ну, уж сегодня ты, наверное, отправишься на боковую пораньше». «Может быть». Лиззи остановила кресло-качалку и рукой коснулась Сэйди. «Будь осторожнее, девочка. Хорошенько подумай, с кем проводить время», – предостерегла она племянницу. В жарком, душном воздухе повисла неловкая, гнетущая тишина. Как странно повела себя тетя Лиззи. Раньше она никогда не совала нос не в свое дело. Сэйди размышляла над тем, что ей ответить, как вдруг на крыльце появилась Анна с ломтем сладкого хлеба в руках. Появившаяся из-за угла Сэйдина сестричка прямо-таки взлетела по ступенькам, расплывшись в улыбке от уха до уха. «Я принесла хлеб с изюмом и орехами. Мама только что испекла», – проговорила она, запыхавшись, и чмокнула тетушку в щеку. Анна немного побродила по дому и уселась в свободное кресло рядом с Сэйди. И та тут же подумала, что сестра чем-то напоминает ей бурундучка, занятого поиском желудей. Сэйди была не из тех людей, что склонны делать поспешные выводы, и наблюдала за восторженным взглядом светло-карих глаз Анны, чтобы понять, как долго младшая сестра стояла за углом избушки. А Анна не могла сидеть без движения и слушать болтовню тети Лиззи о том, что она собирается вскопать еще один участок в саду, на сей раз под ноготки. Тем более, что разговор, который она слышала перед этим, казался ей намного интереснее. Итак, то, о чем она догадывалась, оказалось правдой. Анна хотела рассказать о пикнике и забавах, на которые все они могут рассчитывать, если завтра попадут к Питчи. Но тетя Лиззи продолжала лопотать о травах и цветах. Сэйди слушала с отсутствующим видом, и Анне даже показалось, что ее старшая сестра широко раскрытыми, как будто выцветшими и запавшими глазами вглядывалась не в чащу леса, а внутрь себя. «Передай маме, что в понедельник я помогу ей с рассадой капусты», – сказала тетя Лиззи. «Спасибо, мы от помощи никогда не отказываемся», – ответила Анна. «Как только позавтракаю, сразу приду», – уточнила Лиззи. «А вот еще что. Мама на завтрак хочет приготовить омлет с вафлями. Так ведь, Сэйди?» – сказала Анна, обернувшись к сестре. «Что?» – переспросила та, все еще погруженная в свои размышления. Анна поднялась, не скрывая своего горячего желания побыстрее очутиться дома. «В понедельник будем ждать тебя к завтраку, тетя Лиззи», – проговорила она с лучезарной улыбкой и, наклонившись к тетке, обняла ее за шею. Сэйди тоже поднялась, распрощалась с тетушкой, и обе девушки, не проронив ни слова, отправились домой.